Всем привет! В эфире программа Folk Room. Сегодня у нас в гостях интересная очень группа из города Санкт-Петербурга, из Питера. Группа называется Wood Scream. Играют они фолк-металл. Ну, естественно, что еще можно играть в нашей программе. Ребят, привет! Привет! Привет. Всем привет! Отвечать на вопросы у нас сегодня будет Валентина Цыганова. Она же отвечает в группе за вокал и за флейту. Можно отдельно еще поздороваться теперь. И еще раз привет, ребят! Александр Климов, гитара. Привет. Иван Будкин, бас, гроулинг. Таки шалом. Можно было гроулом это сказать. Таки шалом. Отлично. И Павел Малышев, барабаны. Друзья, привет. Давайте сразу сходу послушаем песенку. Песенка, как у нас называется? Песенка называется «Алан». Отлично. Слушаем песенку «Алан». Поехали. Ребят, ну, собственно, основной первый вопрос, это расскажите немножко об истории группы. С чего все началось? Началось все с домашних репетиций. Значит, мы собрались в 2006 году. Даже страшно вспомнить, 10 лет назад. Значит, собрались у меня дома, на советских барабанах. Паша играл. Амати. Да, значит, были такие Хорошая установка, да. угрюмые, суровые барабаны, значит, с разбитыми тарелками. Там, всё. Значит, мы у меня дома поставили установку, там, значит, 2 комбика, значит, и играли. Тогда вот из современного состава тогда был я, значит, Паша и Валя. Вот, и еще было 2 человечка, которые очень быстро отвалились, потому что они там подумали, что ребята какой-то ерундой занимаетесь. Вот. Эта музыка никому не нужна, сказали они, да? Кому не нужно, Вернулись и сказали, они ушли. развернулись и ушли, да. Вот, а мы как продолжили. Но мы так дома репетировали очень долго. Ну, сколько, наверное, полгодика, наверное. Ну нет, не поменьше. Месяца там, 3, может быть. Ну да. Значит, так. И потом как-то, значит, был такой человечек, Степа Ситкин, он играл в группе Стадель, он говорит: ребята, что вы ерундой занимаетесь? Давайте, может, уже хотя бы на точку там как-то. Ну вот так вот мы образовались в 2006 году. Угу. Как состав собрали? Состав собрали, значит, Из того, что было. Состав собрали из того, что было, да, значит, ну, с Валей мы просто познакомились в тусовке, вот, с Пашей мы в школе учились вместе, вот, поэтому Паша, собственно, приехал в Питер, мы как бы из Мурманской области обычно, вот, и мы еще там учились в школе, познакомились, значит, и Паша, когда приехал, ну, сначала я приехал в Питер, потом он, значит, следом. Мы как бы вот это было вот 3 человека, да, значит, и еще чуть позже там была такая группа Минослин, мы оттуда утащили басиста. Не-не-не, все не так чуть-чуть. Сначала на басу играла Валентина. У нас был такой период, когда Валя пела и играла на басу. Это был чудесный момент в нашем коллективе. Вот. Потом у нас появился еще второй гитарист. В общем-то, из наших сокурсников университетских был парень. И, наверное, все. Чуть позже появился человек Константин Гниткин. Он играл на клавишах. А потом случайно выяснилось, что он умеет играть на скрипке. И он скрипач вообще. Так мы приблизились к фолк-металу. Да, и как раз тогда получилось так, что, значит, у нас есть скрипка, как бы надо как-то, значит, со скрипочкой что-то. Вот, и мы тогда заковерили, собственно, группу Отик. Песенка Trolls Lotus с одноименного альбома. Вот мы ее заковерили, записали, и песня называется у нас в нашем исполнении «Замок троллей». Отлично. Давайте и послушаем. И Костя Гниткин, привет тебе от нас. Ребята, расскажите про название. Как образовалось? Почему Wood Scream? Что это значит? Кто расскажет про название? Я думаю, человек, который решил все-таки взять это название. Значит, название у нас, мы сменили целую кучу названий. Значит, первое название, под которым мы начали выступать, это было название Аверан. Значит, была такая карточная игра Magic the Gathering, она сейчас есть. Если я упарывался, играл в нее, и там была такая карточка Аверан. Вот на картинке там были какие-то звери страшные, которые выбегают из леса, мне очень понравилось, вот, и мы так назвались. Значит, мы так играли долгое достаточно время. 2 года. Да. Играли. А потом что-то меня стрельнуло, я понял, что нет, название плохое. Там просто выяснилось, что есть еще несколько групп с этим названием. Там какие-то
Корщики страшные были, и Америкосы, и еще там кто-то. Вот. А еще какие-то рокопопс какой-то отечественных есть, по-моему, с таким названием. Ну, в общем, Обалдеть. много таких. Вот. И надо, понял, что название надо менять. И как бы идей как бы не было каких-то таких. И вменяемых. Значит, и название получилось вот современное, получилось таким образом, что, значит, есть такой проект Nest финский, вернее, был. Значит, там человек играет на кантеле и там какие-то синтезаторные штуки. Вот. Очень хороший проект, мне очень нравится. У них был альбом Woodsmoke. Значит, это один из моих самых любимых вообще альбомов. Значит, это, наверное, альбом номер 2 в моем топ-10. Значит, и я взял вот название Wood оттуда, а вторая Scream. Я не знаю, почему Scream. Не могу это объяснить. Просто я там долго пытался вот что-то, ну, как придумать какую-то концепцию под это, забил болт на это. Просто скрим и все. Просто Wood Scream, да? Просто когда спрашивают о переводе, ты все отвечаешь. Ну, про перевод вот я хочу сказать, потому что это любимое мое. Поскольку, ну, Wood Scream, собственно, как лесной крик, ну, такой самый простой вариант, да? Но очень многие люди у нас с чувством юмора, с хорошим, они, конечно, переводили это как и лесной крем, и крем из деревьев. Ну, да? крем из деревьев, да. Значит, кто-то нас шуточно называл еще коллектив Виа Ау, ну, потому что крик в лесу, какой Что еще? кричат в лесу? Ау. В лесу кричат ау. Потом еще какие-то были варианты. Ну, вот эти два моих любимых. Ну, ВИАУ, по-моему, моего изобретения, еще когда я не играл в группе. Вот, да. Я просто послушал тогда, собственно, недавно прозвучавший «Замок троллей», мне очень понравилось. Вот, ни с того ни с сего. И я посчитал, что это классное название для группы. Так и было. А так, конечно, да, называют кто как. Еще Лесовополь есть. Древо Крик, да, там Древо Стонг, там. Люди сгаляются как могут, по этому поводу картинки, пишут истории, периодически читаешь, хватаешься так вот за лицо. Вот, а иногда даже интересно. Понятно. Интересная версия, да. Давайте песню послушаем, наверное, которая тоже имеет интересное название. Да, значит, про эту песню хотел бы пару слов сказать. Значит, это трек, он был изначально на альбоме Пентадрама. Вот. И почему-то мы решили, что обязательно нам нужен трек на английском языке. И вот у нас есть песня «Черная смерть». Мы перевели ее на английский язык и назвали ее «Свардавы» по-норвежски. Почему такая смесь? Причинно-следственная связь, как бы, я затрудняюсь ведь. Не, ну надо признать, что Свардаун переводится как «черная смесь» с норвежского, а песня про Норвегию и черную смерть в Норвегии. Ну, Но на английском при этом. но на английском. Ну, в общем, я художник, я так вижу. Нет, Да. дело в том, что история была чуть дальше. Английский язык мы долгое время метались между тем, на каком языке все-таки исполнять материал. Вот. И в силу того, что лидер коллектива все время смотрел за границу и думал, что, может быть, все-таки в Европе эта музыка такая людям понравится больше. Может быть, надо спеть на английском. Ну, это была такая проба пера к этому вопросу. Но надо сказать, что в Европе наша музыка на русском куда интереснее, чем на английском. Потому что там на английском языке таких групп миллион, а на русском как бы котирует 100% больше. Русские Вани, Калинка, Малинка, очень все хотят это видеть, там, чтобы в лаптях обязательно и в кокошниках. Особенно, когда есть настоящий русский Ваня в группе, не какой-нибудь там вот названный, это интересно. Кстати, тут интересная фишка, да, то есть многие музыканты, которые приходят к нам, вообще на свое радио, да, рассказывают о том, что они приезжают куда-то в Европу, готовят какие-то программы на английском, а им сказать, что вы фигней занимаетесь, пойте на родном языке. И вот есть группа, сейчас как раз вспомнил, немного похоже с вами название, группа Airwood. Слышали такую? Нет. 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 Вот. Теперь мы их знаем, будем послушать. Да, это группа из Германии, они все, собственно, по происхождением из России, но живут в Германии. То есть с детства там переехали, они как бы уже немцы, там, они мечились и так далее, но Кстати, не единственный прецедент в мире. поют на Группа русском, Крейвен и это такая. всем там очень сильно нравится. Так что послушайте, группа интересная, она в ротации есть, своего радио, можно услышать. Ладно, поехали тогда послушаем песню Свардаун. Ребята, расскажите про альбомы, что вы там за плечами имеете. У нас еще пара вопросов, кстати, от слушателей есть по этому поводу. Но сначала о дискографии. Ну, о дискографии рассказать несложно. У группы на счету 2 альбома, 3 сингла. Вот. Ну, в хронологическом порядке был первый сингл «Замок троллей»,
второй сингл «Исток 9 миров», и то, и другое 2008 год. «Исток 9 миров» 2009. Окей. В 2010-м вышел альбом «Пентадрама», по-моему, в том же году «Свардаун», и в 2014 году мы выпустили наш последний альбом «Octostoриум». 14, это у нас уже 2 года назад получается. Вот по этому поводу вопрос одного из слушателей. Он прям так и написал: банальный и злостный вопрос. Когда новый альбом? Надо было кэпслоком написать еще, чтобы можно было прокричать этот вопрос. Ну, вопрос действительно злостный. Мы сами очень-очень ждем выхода этого альбома. Мы над ним работаем, честно. Мы пишем новый материал. 2 новых трека уже играются нами на концертах. Остальная часть, конечно же, это будет уже, скорее всего, услышана на альбоме. Вот. Но в планах либо конец 2016 года выхода альбома, либо это будет уже все-таки начало 2017-го. То есть где-то так. Ну, это на самом деле во многом зависит от расположения планет на небесах, от каких-то, не знаю, астральных сил. Барабанщик подсказывает от курса валют. Да, от курса валют это спору нет, но от положения планет на небе все-таки в большей степени. Вот, я думаю, что только лучшие экстрасенсы смогут сказать, когда альбом выйдет. Потому что, может быть, как показывает жизненная практика, все что угодно. Может, iPhone с 500 рифами потеряться, да? Вот почему-то если история группы Металлика мне вспоминается в последнее время. Очень часто, да, то есть когда начинают люди говорить, ну, мы не знаем, когда там, да, ну, надо придумывать нормальные отмазки, там, не планеты, там, не еще что-то. Просто я потерял iPhone, на нем было все. Не, ну, на самом деле... Вся моя жизнь, и поэтому... Потерять iPhone со всей своей жизнью, это в порядке вещей, как бы, но... Беда в том, что реально, когда записываешь альбом, такое впечатление, что его выходу противится просто мироздание. Палки в колеса ставят на каждом шагу непонятно кто, а то и все по очереди, и все разом. И, ну, это на самом деле, если рассказывать, это можно очень долго об этом вещать. И иногда, как бы, альбомы задерживаются на год из-за совершенно каких-то непонятных и неожиданных причин. Ну вот, к слову о потере айфонов, при сведении материала на Octostoриум, последний альбом, значит, уже на финальных этапах у звукорежиссера, который все это сводил, у него сгорел MacBook. Он находился в какой-то таракане, сервисов макбучных не было. Мы ждали, когда он вернется в Москву, узнает, что же сгорело, Винчестер со всем материалом или все-таки что-то другое. И, ну, все обернулось хорошо для нас, то есть, как бы, материал был цел. Но когда он мне написал, что как бы, у него, значит, сгорел ноут, и пока он не знает, что с ним, мы 2 недели на измене сидели, потому что если сгорел винт, ну, как бы... Ну, понятно, что как бы весь материал, он был, как бы, ну... Исходники все были зеленокопии, но как бы вся работа, все сведение, весь мастеринг, как бы... ну, там человек, он как бы делал довольно так долго, то есть он так кропотливо, долго работал над этим вопросом. Он что-то полгода, по-моему, его сводил. Вот. Я как бы не знаю, что можно сводить полгода. Вот, альбом. Нормально, почему нет? Вот. Теперь мы знаем, что можно. Да, теперь мы знаем, что можно и больше, мне кажется. Ну, зависит от того, как работать, наверное. Не, вот хорошо, что все-таки копии остаются, потому что была история у группы Butterfly Temple, они писали альбом, по-моему, «Земля», если не ошибаюсь. Почему он так плохо звучит, да? Вот, потому что они его записали, все свели, уже почти все было готово, и сгорел просто хард, на котором было все, и копий у них не было. И они пошли там уже на оставшиеся деньги, пошли, это все быстро переписали. И... Вот, собственно, та же самая история с группой Круахан была, но тогда это было другое время, там, да, альбом Паган, абсолютно такая же история. И сейчас в этом плане попроще, потому что, на самом деле, как бы эта история с потерянным айфоном, по-моему, это какая-то дичь вообще. Конечно. Потому что сейчас все в облаках. Там... Но они живут просто вот в том времени, видимо, да. Но они не пользуются iCloud, да, то есть в iPhone есть iCloud, который все сохраняет, видимо. А почему-то я пользуюсь айфоном, я не очень понял. Пользовался Siemens там 3310. Это Nokia, ну окей. У меня сгорела Nokia 3310, поэтому я не знаю, когда... Я не могу играть в Змейку, поэтому я не знаю, когда будет новый альбом Металлики. Айфоном они пользуются между стильно, модным и молодежным. У нас, на самом деле, кстати, что касается вот, мобильных телефонов, у нас самый стильный, модный и молодежный это вот басист, крышка. То есть, как бы, есть такие, как бы... Не, секундочку. Есть просто такие ребята, короче, здесь новая какая-то тема, новое движение, что
народ, значит, отказывается от смартфонов и пользуется Звонилками. Nokia 3310, короче, да, вот нас вот. Обалдеть. В камеру, пожалуйста. Какую-нибудь из камер. Нормально показал по радио. Но, Пора. но мы на самом деле... Микрофон, показывай да-да. микрофон, мы Мы же на на самом радио. деле подшучиваем немножко над нашим басистом, конечно же, по-доброму, и как бы называем его обладателем нафталинового телефона. Ну, он так не обижается же. Обижаюсь. А что за модель тут такая? А у меня Siemens, я вам сейчас скажу, Siemens A. Siemens A60. Не, Телефону ну это уже 14 это лет. современная модель, это не 52. Еще вопрос. Насколько я знаю, вы все свои альбомы издаете сами. Кратенько можно услышать, почему так. Значит, Не можно... доверяете нет, лейблам? нет, я Или кратенько что? не могу об этом сказать. Об Ну, этом сжато, надо- хорошо, сжато, Ну, максимально сжато. Нет, я не могу, только хорошо. Сейчас я всех поименно Да, перечислю, да, да? да, сейчас по всем проедусь катком. На самом деле, как бы если, конечно, без имен, значит, основная проблема в том, что... Что Вася Пупкин дурак. Ладно. Но без имен. Ну, Прекращай. Да. Значит, основная проблема в том, что, значит, лейблы делятся на, как бы, эшелоны, да, и как бы понятно, что есть, например, там, ну, топ, там, Nuclear Blast, там, Century Media, да, понятно, что это до этого не дотянуться просто. Потому что, как бы, для того, чтобы попасть на такой лейбл, нужно уже из себя что-то представлять, потому что в любом случае, да, когда там менеджеру на лейбле дают задание, значит, подписать какую-то группу, пускай это будет одна группа в год, естественно, он полезет смотреть группы, которые уже что-то из себя представляют, которые уже не первый год замужем, да. Значит, то есть до них не дотянуться. Значит, есть лейблы, которые помельче, значит, вот с ними как бы имеет смысл сотрудничать, да, у них есть какая-то там дистрибьюция, но им тоже как бы нужна уже как бы группа с именами, потому что сейчас прошло то время, да, когда лейбл, значит, берет ноунейм группу, да, ее там раскручивает. Значит, и есть как бы вот лейблы поменьше. Вот буквально там недавно, значит, постучался там дяденька какой-то немец, значит, у него там какой-то лейбл. Вот он мне скидывает ссылки, вот там какие-то группы, он даже там Круахан там издавал, там какой-то там в каких-то там 90-х годах. Вот, и он говорит, вот хочу, значит, ваш следующий альбом подписать. Я говорю, там, а что ты можешь предложить? Он говорит, я-то могу предложить там дистрибьюцию там по всему миру, там Европа, Америка, Япония, там, я говорю, и? Он говорит, ну, там 200 дисков могу предложить. Что? То есть, как бы получается, что, значит, лейбл сейчас, вот мелкие лейблы, они занимаются чем? Они, значит, печатают тираж, дают тебе часть этого тиража и все. Ну да, И зачем? для войны лейблы. Зачем? Зачем это? Потому что сейчас как бы группа без особых там затрат, без особых проблем может напечатать себе тираж дисков, которые нахрен никому не нужны, которые по сути это сувенир, да? То есть именно как физический носитель они никому не нужны, потому что сейчас люди качают с интернета. Угу. В каком формате? Там это Bandcamp, iTunes, там Google Store, там RootRaker, это тоже как бы вопрос десятый, да? Кому что удобно. Значит, группа сама может сделать для себя значительно больше, чем лейбл, потому что люди в группе, а мне обычно упоротые, и они как бы там вот будут впариваться, впахивать, там писать людям, там вот возьмите, послушайте. А лейблы этого не делают просто, вот которые помельче. Поэтому если есть предложение от мелкого лейбла, как бы смысла в нем нету. То есть как бы продвижения никакого с этого не получишь, доходов тоже. Потому что вот, получается, что, значит, допустим, если там Bandcamp, да, сначала, значит, Bandcamp берет себе, да, потом процент, да, потом, значит, берет лейбл, и в итоге тебе там с продажи альбома там приходит там 3%, там 3 рубля. Ну, нет смысла. На мелких лейблах издаваться нет смысла. Ну, это вы просто такие музыканты, которые в этом разбираются, хотят разбираться, изначально хотят разбираться, так скажем, да? И пошло, и стали сами себе делать. А многие музыканты, вот, которых я даже знаю, они не задумываются над этим. Им проще кому-то отдать, и потом у него брать по оптовой цене эти диски, да, чтобы продавать на своих концертах. Безумие какое-то. На самом деле, как Вот бы, так, да. к сожалению, в современном мире музыкант должен быть, кроме того, что он должен быть музыкантом, он должен быть еще и сам себе продюсером, он должен быть и сам себе менеджером, и продавцом,
И Сам себе оператором, сам себе режиссером. да, то есть, Да, чем у нас ребята тут занимаются, кстати, они снимают документалочку во время записи для архивов. программы. Не знаю, выйдет ли запись когда-нибудь или нет. Ну, когда-нибудь дождемся мы DVD, который вы сами издадите. Вот. В котором будет бонусный диск, да, в котором будет, ну, какая-нибудь, может, скромненькая нарезочка с фолкрума. Спасибо, ребят, за ответы. Давайте песню послушаем. Топь. Поехали.